Карантин, изменение конституции, 27-й срок президентства, сатира, громкие личности приходят и уходят, страны закрывают границы. В Твиттере оппозиционеры, как обычно, спорят, кто больше оппозиционер. Но я тут такой о чем-то своем. Давайте представим, что я якобы уношу вас подальше от всей этой суеты. Я сейчас залечу с такой какой-то вот немного странной идеей прямо к вам. И если вы ожидаете от видео чего-то действительно серьезного, прикладного, полезного, я не знаю. Владислав Сурин, архитектор по образованию, заинтересован в урбанистике. Киноман в душе, заинтересован в экспорте российской культуры. Боже мой, киноман в душе. Я люблю смотреть сериалы, и я люблю что-то снимать. Да, я хапанул очень много просмотров на последнем видео. Кажется, наконец, получилось сыграть на алгоритмах Ютуба. Однако спустимся на землю и вернемся в привычный ритм жизни. Я верю, те люди, которые подписались на меня недавно, должны были сделать это более-менее осознанно. То есть посмотреть хотя бы часть того, чем я занимаюсь обычно. А обычно я занимаюсь разными вещами и не очень-то периодично. Поэтому подумайте еще раз, я вас предупредил. Да, коронавирус меня оставил дома, как и многих других людей. И нет, я не болею, просто это та штука, которую не следует недооценивать. Я верю в это, и вы, думаю, со мной согласитесь. Пришлось лезть в свои черновики за идеями, которые можно высказать, не сильно-то выходя из дома. Так уж получилось, что на этом канале я до сих пор говорю о городах, хотя у меня все-таки теплится надежда на то, что я немножко поменяю вектор. Город. Я повторяю, наверное, уже в третий раз. Это взаимодействие. Помимо осязательного, визуального, звуковое взаимодействие также существует. Музыка, крики, сигналы. Все эти моменты помогают нам ориентироваться в пространстве. Мы получаем информацию и используем ее. Любой объект на улице или в общественном пространстве лично я оцениваю по 3 критериям. Безопасность, уважение и комфорт. 3 довольно-таки связанные вещи, которые можно объединить под одним словом адекватность, где эти 3 критерия будут искать между собой компромисс. Адекватная ли у нас этажность? Адекватная ли плотность? Адекватная ли в целом градостроительная политика? Интервалы между автобусами могут быть отрегулированы или нет? Расстояние между пешеходными переходами отрегулировано или нет? Дизайн-код отрегулирован или он вообще отсутствует? То есть нет. Также городской шум может быть отрегулирован или нет. И вот есть одна такая маленькая, с этим связанная проблема в современных мегаполисах, да и малых городах тоже. Шумовое загрязнение, а в частности люди, которые любят побибикать в городе. Автомобильный сигнал для многих городов все-таки выродился в целую проблему. По всему миру приняты законы, касающиеся использования клаксонов в границах города. В Германии штраф за сигнал до 10 евро. Во Франции штраф составит от 35 до 150 евро. В Британии вас могут оштрафовать на сумму до 1000 фунтов стерлингов. В России в городах сигналить запрещено, если это не аварийная ситуация. Запомните, запрещено. Я это повторяю людям, которые не могут подождать и 5 секунд и сразу бьют по кнопке. ПДД запрещает пользоваться клаксоном без необходимости. В Москве также закон о тишине запрещает шуметь на придомовых территориях с 19 до 7 и с 13 до 15. Там штраф 500 рублей, там штраф до 5000. Хотя кого это здесь когда-то волновало? Какой шанс, что сейчас прилетит штраф? Really, driver? Я вот живу напротив шлагбаума. Я уверяю вас, гудок — это пароль, чтобы нерезидентам заехать в двор. Один раз таксист на моих глазах выломал эту конструкцию, потому что на его рекордный 5-минутный гудок никто не отвечал. Вечно я беру камеру в руки уже после того, как ошалел от происходящего. Гудок. Один из буквально 2 способов что-то сказать, находясь в салоне автомобиля. В транспортном средстве, который является наиболее ярким и наиболее массовым примером в городской среде. С помощью него возможно предупредить невнимательных участников движения, привлечь к себе внимание или таким образом сообщить о какой-либо опасности. Такая потребность начала возникать чуть ли не 1,5 века назад. Да, нам нужен краткий экскурс в историю. Уже тогда было необходимо как-то обозначать моторизированные средства. И делалось это фонарями, колокольчиками, флагами, людьми, которые идут впереди и махают этими флагами. Рожок или трубочка, дудка тоже использовались. Сначала в них приходилось дудеть самому. Впоследствии их оснастили резиновыми грушами. Уже в 10-х годах 20 века общественность заговорила об электрических гудках. И, наконец, вдобавок к сиренам, изобретенным 2 века назад от сегодняшнего дня, появилось еще одно имя нарицательное – клаксон. Кстати, оба слова имеют греческие корни. Характерный звук клаксона, который еще можно было услышать на улицах вплоть до 40-х годов, издает стальная диафрагма.
которую с помощью выступающей части конструкции многократно ударяется зубьями вращающееся колесо. В первых клаксонах это колесо приводилось в движение либо вручную, либо с помощью электрического двигателя. Конструкция, которая делает тык-дык-тык-дык, прикреплена к рожку, который действует как акустический преобразователь и направляет звук. Позднее все механические сигналы, в том числе и клаксон, были в значительной степени заменены электрическими образцами всем уже давно известного старого доброго рожка. Клаксон все еще можно встретить в каком-то воплощении, чаще всего как сигнал тревоги. В настоящее время существует много видов гудков: электромагнитные, пневматические, разные их вариации. Проще сказать, их разновидности зависят от мощности и тона гудка, которые нужно получить на выходе. Интересное исключение сегодня из себя представляет трамвай. Исторически сложилось таким образом, что чем тяжелее транспорт, тем длиннее его тормозной путь, тем больше расстояние для оповещения, тем мощнее само устройство оповещения. Посредством сигналов автомобилист может общаться с внешним миром, с городом, с другими участниками движения. Но давайте будем честны, эти языки очень бедны. Вот что он может сделать водитель? Он может помигать 1 раз, 2 раза, 3 раза, посигналить 1 раз, 2 раза, 3 раза. Он может высигналить целую песню. Та-т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 а. Изначально это песня американской группы The Rooters 62 года, если вы не знали. Пиндосы, даже спартаковскую кричалку отобрали. Такие пронзительные и агрессивные тоны и громкость гудка, исторически сложившиеся по объективным причинам, придают эмоциональный окрас тому, что хочет сказать водитель. Вы только посмотрите на статью BBC. Нас уже уверяют, сигнал — это не только ругательство. Да, я в это охотно верю, но вместо условного «обратите внимание, отойдите, пожалуйста, будьте осторожны», получается «Эй, смотри, куда прёт! Езжай уже! Скорее, я опаздываю! Пошел ты!» Особенно если идет обращение к пешеходу. Один из поводов не любить автомобилистов — это те ситуации, когда им проще остаться в салоне автомобиля и нажимать на единственную кнопку. Автомобилист куда-то направляется, а ты ему мешаешь. Ну вот так вот получилось. Ты стоишь на единственном выезде из двора на тротуаре, на своем, в общем-то, законном месте. Тебе позвонил кто-то очень важный, и ты забыл обо всем. Никого не видишь, да и не обязан. Водитель, естественно, будет ждать, будет злиться, идет накопление энергии и ее выплеск. Он, наконец, жмет на биколку, производит этот истошный оглушительный гудок и вышибает из тебя весь дух. Человек не может ждать слишком долго, неважно, автомобилист он или кто-либо еще, его психологию не изменить. Хотя саму ситуацию можно отрегулировать, сделать ее более справедливой и комфортной для всех. Я не законодательный специалист, но все равно скажу. Мне кажется, что технический прогресс ушел настолько далеко, что, может быть, и пора какие-то вещи-то и отбалансировать. Конструкция автомобилей, законы, понимание городской среды, да и сама жизнь в городе ушли явно дальше, чем этот чертов автомобильный гудок и принцип его использования, оставшиеся еще в 60-х. Скорости передвижения в городах по всему миру ограничиваются не только законами, но и искусственно созданными физическими условиями. Безопасность на дорогах гарантирует меньшее количество конфликтных пересечений, а значит и аварийных ситуаций, где требуется сигнал. Автомобилей в справедливых городах становится меньше, а сами авто стали тише. Особенно этому способствует в дальнейшем их электрическое будущее. Хотя не обещаю. Помимо этого, сегодняшняя городская жизнь показывает нам, что существует несколько больше ситуаций, чтобы нажать на гудок, чем те, что обычно перечисляются как причины его использования. Follow me. Пацан на 8 стоит во дворе и ждет свою любимую. Техтранспорт не может подъехать к магазину из-за пешехода, который сидит или стоит в телефоне. Человек сигналит знакомому на другой стороне улицы, чтобы тот его увидел. Узнали ведь? Согласны? Водители автобусов здороваются друг с другом на маршруте. Автомобили просто не могут разъехаться во дворе. И много чего еще можно придумать. Я веду, наконец, к тому, что современные города диктуют нам более гуманные правила взаимодействия, правила поведения, в конце концов. Нам нужен новый сигнал. Еще один. Второй по счету. Автомобильный клаксон уже зарекомендовал себя как средство, обеспечивающее безопасность. Один из тех самых 3 критериев. Осталось обеспечить последние 2. Повторюсь, это моя система. Не претендуя на изобретение идеального решения, я решил найти что-то более-менее подходящее по нескольким параметрам. Это должен быть звонок в 2 раза тише, чем клаксон сегодня. Звонок должен заканчиваться на воодушевляющую для человека более высокую ноту. Он, естественно, должен быть простым. То есть будут существовать
существовать искусственное ограничение на длительное нажатие и перерыв между сигналами. Звонок должен являться именно звонком, а не любым другим видом звука, а также должен быть примерно унифицирован для множества транспортных средств. По истечению неопределенного количества времени с помощью маленьких консультаций ребят, которые разбираются в звуке, получилась какая-то такая вещь. Но вообще я не прошу оценивать сам звук. Речь-то идет об идее. Появление такого звукового сигнала будет стимулировать использование в городе именно его. Конечно, должны быть новые законы, а там будет и приписка о злоупотреблении. От появления альтернативы сразу возникнет тот самый социальный контроль, о котором я так часто говорю. А те, кто пользуется агрессивными звуковыми сигналами, в мирное время получат массу недовольств в свою сторону от граждан. Я должен внести еще одну поправку в свое предложение по изменению Конституции. Второй сигнал не только необходим тем транспортным средствам, которые имеют громкое раздражающее звучание, нет. Вот трамваю точно бы не мешало таким обзавестись, в дополнение к его милому звоночку. Я-то не идеален, со мной была такая же история. Может быть, не настолько вопиющая, но секунд 7 мне трамвай точно сигналил на Тверской заставе. Да, я надеюсь, секунд 7. К определенным транспортным средствам и, главное, к их владельцам вырабатывается свое отношение, в том числе из-за их звуковых характеристик. Не зря же у нас трамвай — это лапочка. Уже в некоторых из них устанавливают и звонок, и гудок. Автомобиль – агрессивный, хамский. Грузовик – громкий, неповоротливый слон. Не в обиду слонам. Поезда – вообще не понимаю, зачем они дудят в городе. Я не разбирался и не хочу. Но это дикость, когда они так делают. Показалось, это то, что нужно нашим городам? Ну, давайте напишем Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Lada. Вдруг, используя такой цивилизованный подход, они поднимут свои продажи. А если серьезно, то прецедент, который может запустить цепь событий установок дополнительных звоночков на автомобиле, это просто закон. Закон в отдельно взятой стране или, может, даже хватить города. Например, если Нью-Йорк или Шанхай скажут свое слово, то все будет практически предрешено. Да, транспортные средства станут дороже, хотя, простите, автомобильный звоночек и слово «дорого» у меня в голове никак не сочетаются. Пишите Маску. Илон Маск, он будет заинтересован. На его кибертраке будет стоять 2 сигнала. А, может, я напишу. Когда-то у меня кончатся идеи, но это одна из тех, которые потенциально возможны в этом мире. Ведь все движется в эту сторону. И вдруг я что-то предугадал. Ну и все. Если я вам сейчас понравился, то я вас все равно предостерегаю. Все-таки вектор, как я и сказал, канала гуляет туда-сюда, периодичность немного страдает. Если хотите узнать меня чуть получше, можете посмотреть одно из моих недавних видео, где я отвечаю на вопросы и как раз говорю обо всем этом. Также можете найти меня в Твиттере, ну и в общем-то я больше нигде не сижу, хотя учетки у меня там имеются. И в довершение, если вы посмотрели это видео, ставьте лайк, дизлайк, а также пожелания напишите мне комментарий, для меня это важно, я их читаю. Хотя да, касаемо недавнего, у меня, честно говоря, взорвался мозг. И я, естественно, прочитал не все. Также я благодарю своих патронов. В последнем видео у меня пропал барабан, то есть титры, то есть, по сути, вы. И да, в этот раз такого не будет. Спасибо другим ребятам, которые поддерживают меня через Яндекс или Сбер. И да, до следующего раза. Unfortunately, not all of your habits are good.